Случалось ли вам задумываться о том, почему у вас нету денег? Или их недостаточно, хотя вы много трудитесь? Вкладывайте в свое образование, в личностный рост, старайтесь мыслить позитивно, делать различные заговоры, практики, техники. Сегодня я предлагаю взгляд на финансовые проблемы и их решение с точки психологии и их духовности. И расскажу про обеты бедности, как они работают, раскрою тайну, как узнать, давали ли вы такой обет безденежья, чтобы отказаться от денег. Смотрите видео до конца, чтобы не пропустить важные моменты. Приветствую всех на канале, с вами Елена Макаренко. С вас подписка, лайк и комментарий. С меня интересный контент для вас. Если выразить кратко, то мир изобилен. В нем достаточно благ, ресурсов для всех. И современная реальность представляет вам любые возможности для заработка и реализации. И если что-то идет не так, то этому мешают не внешние враги, а внутренние причины. Денег у вас мало, значит, от большей суммы подсознание вас оберегает. И как ни крути, а мы снова возвращаемся к нашему подсознанию, потому что оно управляет нами. Подсознание – это наш защитный механизм. Оно нас оберегает, чтобы нам не делали плохо. Мы, конечно, можем тоже с ним подружиться и взять его под контроль и управлять им, строить свою жизнь так, как нам хочется. Осталось только узнать, как, и научиться это делать, и убрать, конечно же, обеты. Вернемся к теме денег. Если все же ваши финансы поют романсы, то подсознание считает, что богатство будет для вас в чем-то опасно, либо разрушит ваши базовые жизненные ценности. Это и называется денежными обетами. Обет – это когда человек в стрессовой ситуации, возможно, когда его жизни угрожает что-то, он испытывает сильную негативную эмоцию – гнев, ярость, обиду, горе потерь, страх смерти и так далее. И слова могут вылетать сами, неосознанно. То есть вы даете сами себе обещания. Например, «Я никогда больше не буду богатым, так как из-за денег погибли мои родные». Могут быть самые разные неприятные ситуации, связанные с деньгами. Когда человек отрекается от денег и дает обещание самому себе больше не иметь их, и этот обет подсознание записывает. И потом эта программа влияет на вас. Вы хотите разбогатеть, но это вам не удается. Сделаю небольшое лирическое отступление. Обеты могут быть на разные темы. Например, иногда человек в момент стресса говорит: «Я больше никогда не произнесу ни слова», когда чувствует обиду. И что характерно, когда в реальной жизни человек попадает в ту ситуацию, когда он чувствует обиду, когда его обижают, и в самый момент, когда можно оправдаться, либо отстоять свои интересы, отстоять свои границы, он просто молчит. Он говорит, что «я не могу не проронить ни слова». И как будто челюсть наливается свинцом. Тем самым слова застревают в горле. Вот так работает данное обещание. Обет на молчание. Когда он испытывает вину. Возможно, если касается личных отношений, говорят, есть такой обет безбрачия. Возможно, либо мужчины, либо женщины. Иногда, когда у них отношения не складываются, и вот просто берет какое-то отчаяние, злость или там ярость, и человек в момент вот этой стрессовой ситуации просто говорит, что все мужчины козлы, я больше никогда не выйду замуж и буду все время одна.
Но, как ни странно, время проходит, раны залечиваются, и вроде бы все хорошо, хочется создать семью, но не получается, потому что таким образом этот обет начинает действовать, подсознание проецирует эту программу, и вам никак не удается создать свою семью. И различные обеты можно перечислять до бесконечности. Можно приводить различные примеры. И, возможно, у кого-то из моих зрителей, подписчиков были вот похожие ситуации. И скажу вам откровенно, что я тоже не исключение. У меня такие тоже прослеживаются ситуации, хотя я даже, возможно, и не знала о их существовании. Но в силу определенных обстоятельств я их раскрыла, обнаружила и проанализировала, как они работают. Они, конечно, убираются очень легко. Проблема в том, что если человек не знает о их существовании, он просто будет жить в таком русле и сталкиваться с постоянными проблемами. Поэтому очень важно эти моменты отслеживать и просто убирать эти негативные программы. И сейчас я предлагаю вам обратить внимание на эти пункты, которые помогут вам определить, есть ли у вас обет бедности. Вы работаете в полную силу, но денег не хватает для удовлетворения ваших потребностей. Денег достаточно, но они даются тяжело. Вам не нравится или сильно изматывает ваша работа. Когда к вам приходят деньги, они быстро утекают, как песок сквозь пальцы. И если ваше финансовое положение улучшается, сразу случаются неприятности, непредвиденные траты и другие события, оттягивающие ваш материальный ресурс. Если у вас оказывается больше денег, чем у близких и знакомых, вам неловко, вы испытываете чувство вины и, возможно, начинаете решать проблемы других, кого-то спасать и так далее. И если вы нашли хотя бы у себя один пункт, тогда пришло время избавиться от него, раз и навсегда убрать обет бедности. В следующем видео я более подробно расскажу о духовном обете бедности, об отказе от денег ради безопасности, о кармических долгах, которые не дают вам разбогатеть из-за чувства вины. Обязательно поделитесь в комментариях, есть ли у вас признаки обетов безденежья. И если вы нашли признаки финансовых блоков из своего прошлого, не стоит печалиться. Это знак того, что пришла пора с ним распрощаться. Подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео на моем канале. Всем денежной энергии и отличного настроения. Всем пока. На связи была Елена Макаренко.